Сейчас скажу важную вещь, которую очень многие люди упускают из виду и тратят месяцы и годы своей жизни. Не надо здесь никого спасать. Мы приходим сюда не для того, чтобы кого-то спасать. Да и некого спасать. Каждый из нас проходит именно тот этап развития, какой должна пройти его суть. И этого не избежать. Если вы вмешиваетесь, вы давите, вы заставляете, умоляете, упрашиваете, вы пытаетесь как-то воздействовать, вы тем самым отодвигаете его процесс и усложняете свой, подсаживаете тем самым на крючок псевдоосознанности, на то эго-программу. Когда вы можете ему помочь только в одном случае, когда этот человек действительно этого хочет. Вы предлагаете, и он осознанно принимает вашу помощь. Либо он осознанно проявляет инициативу и сам просит о помощи. Тогда человек возвращается к самому себе через осознание, а не через ваше заставить, или не через ваше наставление или ваше упрашивание. Когда вы его упросили, и он пошел с вами, он с вами согласился, он не осознал, он просто с вами согласился и пошел с вами в какие-то терапии, в какие-то проработки там или еще что-то. Но с ним это не сработает, он ничего не осознает. Даже если он что-то увидит, даже если он что-то произойдет какая-то вспышка, она не поможет, потому что человек сам не идет к этому, он не осознает, что ему это надо. Поэтому ваша помощь это будет не помощь, а это будет лишь ваша вот эта эго-программа, которая держит вас на крючке. Когда вы думаете, что вы сейчас измените, вы сейчас сделаете, вы сейчас поможете, но вы даже не видите, что этому человеку не надо это. И тем самым у вас как будто вы сами впадаете вот в эту пелену, как пелена перед вами, вы теряете себя с этим человеком. Этот человек продолжит питаться вами, продолжит вас использовать, будет говорить, что да, он осознает, что все хорошо, с ним все работает, но по его поступкам, по его действиям и так далее, вы будете видеть, что человек все такой же, он все так же ничего не осознает, и он просто мимикрировал, он просто подстроился под вас, использует ваши же выражения, ну и так далее. То есть я могла бы рассказать о разных тут личностях, которые существуют, но суть одна – это осознанность. Без осознанности человек не может прийти к себе, не сможет увидеть себя. А очень много личностей, которые существуют в нашем мире, которые люди, которые носят маски, которые настолько с ними отождествились, настолько с ним как прилипли к ним, что они просто уже не видят себя. И им нужны постоянные батарейки, им нужны постоянные люди, чтобы это подтверждать. Что хочется вам сказать, что не настаивайте на изменениях. Если вы видите, что человек не готов, не может выдержать сейчас, особенно в это время, вот просто преступление против себя, быть в отношениях, когда вы осознаны, а ваш партнер нет, когда вы хотите и идете в расширение, и вы видите, вас уже не триггерят поступки вашего партнера, вас не триггерит то, что он неосознанный и так далее, но вы идете в расширение, а он вас сдерживает, он вас как-то пытается все время утянуть назад или вниз, и вы все еще продолжаете быть с ним, вы совершаете преступление против самого себя. Вы не идете в расширение, вы не идете своей природой и своей сути, вы застреваете в таких отношениях. Но если же вас триггерит это, если же вы беситесь от того, что у вас этот человек не меняется, этот человек вот такой или еще какой-то, то тогда вам самое время задержаться еще в этих отношениях, чтобы вы, значит, еще себя не приняли, вы, значит, еще себя не видите, не осознаете до конца. Значит, вам эти отношения нужны. Поэтому, когда вы осознаны, и вы состоите в отношениях с человеком, который не собирается осознавать себя, ваша свобода воли выйти из них и идти дальше. Это ваше право. Вас никто не заставляет
оставаться, вас никто не заставляет менять его или спасать его. Не нужно никого спасать. Каждый человек проходит тот путь, который должен пройти. И если вы сейчас закроете ему этот путь, ему все равно придется вернуться и проходить этот путь снова. А вы будете усложнять сами себе его.